Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Мигуруми». И сегодня я хочу с вами поделиться таким вот интересным мастер-классом. Предисловие: мы недавно ходили на мультик «Кот в сапогах». И мне очень захотелось связать этого героя и посмотреть, получится ли у меня такой вот кот в сапогах. Я очень надеюсь, что у меня получилось. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, нравится ли вам такой котик, будете ли вы со мной его вязать. Конечно же, здесь очень много аксессуаров. Здесь вот такая вот шляпа с перьями. Здесь отдельно вяжется плащ. Отдельно шпага. Пояс вяжется. То есть все вот эти вот аксессуары, они снимаются. А размер этого кота 40 сантиметров. 40 сантиметров кот. Если вам тоже нравится, то приглашаю на свой мастер-класс. Единственное, хочется сказать, что, значит, вязала я из толстого плюша, на 100 грамм 120 метров. Значит, у меня был светлый оранжевый такой цвет и темно-оранжевый цвет, для того, чтобы чередовать вот эти вот переходы, так как у нас кот в сапогах полосатый. Все аксессуары связаны из плюша. Единственная шпага связана из полухлопка джинс. И, конечно же, я выделяла глазки джинсом, носик выделяла джинсом. И все остальное это плюш. Черной пряжей у меня пошло один моток. Значит, светло-оранжевый пошел тоже один моток. Вот эти вот переходы, вставочки темно-рыжие у меня пошло меньше, чем полмотка, конечно, честно говоря, я не знаю сколько. Сапоги такие вот, они вязаны, то есть мы их будем вязывать, они идут вязаные. Немножко пошло коричневого, серого. И, конечно же, вот такой вот молочный, не белый он такой, а он и не молочный, он такой вот цвет интересный, такой не персик, не персик. Опять же, не сохранила этикетку, не знаю, какой это цвет, но можно взять либо молочный, либо вот такой вот персиковый цвет. На носик у меня немножко пошло розовой тоже плюшевой пряжи, а контуры я делала из полухлопка. Значит, вот такой вот котеночек получился у нас. Вот этой вот пряжи пошло где-то тоже меньше, чем полмотка, потому что здесь понадобилось только вставочки на ладошках, животик, ушки и мордочка. Глазки у меня вставлены 16 миллиметров. Так как у кота зеленые глаза, а у меня зеленых не было, зеленой блестящей подложки, то я вышивала. Все это в мастер-классе я показываю, как я вышиваю. Если у вас есть 16 или можно даже 18 размер глазок, именно зеленый, вот такой вот цвет зеленый, то вам вышивать вот это вот зелень не нужно. Я вышивала для того, чтобы немножко подчеркнуть зеленые глаза. Конечно, контур вышивала, все это я показываю в мастер-классе. Если вам нравится, то приглашаю на свой мастер-класс. Он будет из 3 частей состоять. В первой части мы будем вязать с вами полностью тело, во второй части полностью оформлять котика, и в третьей части будем вязать все аксессуары для кота в сапогах. Итак, сейчас я покажу вам, какая пряжа нужна для вязания котика. Значит, я беру, значит, у меня здесь разнобой, у меня разная здесь пряжа, но на 100 грамм 120 метров у меня толстый плюш. Значит, у меня идет черная пряжа, затем желтенькая, затем 2 цвета рыженькой. Если у вас нету двух цветов, то можно использовать один цвет. Просто у меня есть остаточек небольшой, и я решила его тоже использовать. Дальше под цвет лапок и мордочки у меня идет такая вот персиковая пряжа. Она или телесная. В общем, такой вот цвет как раз для тела. И коричневый цвет для пояса. Вот такие нам цвета понадобятся. Крючком я буду вязать номером 4.
Понадобится маркер, ножницы, ну и в принципе все. И давайте приступим. И первую деталь, которую мы свяжем, это вот такая вот лапка. Лапка она с утяжками вот, и состоит из 3 цветов. Как я уже говорила, я вставляю темную рыжую такую вот вставочку. Если вы хотите, можете вставлять. Если не хотите, можете просто вязать одним однотонным рыжим цветом. Итак, начнем вот с молочного такого вот или персикового цвета. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая цепочка. Со второй петли от крючка провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю и ставим маркер в первый столбик. Дальше провязываем по цепочке 2 столбика без накида. И в последнюю петелечку провязываем 4 столбика без накида в одну петлю. 2, 3, 4. По второй стороне, ввязывая хвостик, провязываем 2 столбика без накида. Раз и 2. И в конце провязываем 2 столбика без накида в одну петлю, прибавочку провязываем. Вот такой вот первый ряд у нас получается. В первом ряду у нас получается 12 столбиков. Второй ряд. Снимаем маркер. Хвостик уже можно не ввязывать. Провязываем 2 прибавки в одну петлю. И ставлю маркер первый столбик. И одну прибавочку в одну петлю. И следующую петлю тоже прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше по цепочке провязываем 2 столбика без накида. Дальше провязываем 4 прибавки. В каждый столбик, в каждую петлю 2 столбика без накида. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. И дальше провязываем 2 столбика без накида в каждую петлю. В конце провязываем тоже 2 прибавки. Вот второй ряд. Во втором ряду у нас получается 20 столбиков. Третий и четвертый ряд мы провязываем по кругу 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 4 ряда уже. Пятый ряд провязываем так. Вначале мы делаем убавку за передние полупетельки и ставим маркер в первую петлю. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше опять провязываем убавку за передние полупетельки. И так теперь до конца ряда провязываем 8 столбиков без накида. В пятом ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Давайте провяжем. Итак, шестой ряд. Провязываем вначале опять убавку. И ставим маркер. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем опять убавку.
Первая убавка и вторая убавка. 2 убавочки подряд. Дальше провязываем опять 5 столбиков без накида. И в конце опять убавка. В 6 ряду у нас должно получиться 14 столбиков без накида. Итак, 6 ряд провязали. У нас остается 14 столбиков. И последнюю петельку мы распустили. То есть я его распустила. Вот, и уже буду заканчивать оранжевой ниточкой. Таким образом мы меняем с вами нить. То есть уже эта ниточка нам не понадобится. Мы ее уже обрезали. И теперь будем вязать именно рыжей, светло-рыжей пряжей. Я снимаю маркер. И 7 и 8 ряд я провязываю без прибавок и убавок 14 столбиков без накида. Провязав несколько столбиков, я просто завязываю на узелочек ниточки и вкладываю в деталь, чтобы они не мешали. Все, таким образом мы с вами сменили ниточку. И теперь 2 ряда мы с вами провяжем 14 столбиков без накида, 7 и 8 ряд. Давайте провяжем 2 ряда. Итак, провязала я 2 ряда светло-рыженькой такой вот оранжевой пряжей. Теперь 9 ряд мы будем провязывать точно то же количество петель, 14 столбиков без накида, только меняем ниточку. Ниточку эту я не обрезаю, я просто снимаю верхнюю петельку, а провязывать буду уже вот такой вот темно-рыжей пряжей. Вот, подтягиваем все. Вот. И теперь следующий ряд провяжем тоже 14 столбиков без накида, только уже другой пряжей. В первую петлю ставим маркер и провяжем. Ниточки пусть будут внутри. Вот эту вот ниточку можно ее просто зафиксировать, завязать с вот этой ниточкой. Маленький хвостик остался. Ну ладно. Вот. И спрячем ее вовнутрь. Все, давайте провяжем еще один ряд темно-рыжей пряжей. Итак, 10 ряд. 10 ряд мы уже опять меняем ниточку. Рыженькую темную я не обрезаю, она остается. Снимаю только верхнюю петлю и заканчиваю последнюю петелечку уже светло-рыженькой пряжей. Теперь 10 ряд. 10 ряд мы вяжем так. Ниточки все внутри. Провязываю прибавку и в первую петлю ставлю маркер. Дальше провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять провязываю прибавку и до конца ряда провязываю еще 6 столбиков без накида. В 10 ряду у нас получается 16 столбиков без накида. И дальше 11 и 12 ряд мы провязываем 16 столбиков без накида светлой пряжей, светло-рыжей пряжей. Итак, провязали мы 3 ряда, еще один ряд вяжем светлой пряжей и провязываем так. 13 ряд. Первую провязываем убавку. И ставим маркер. Дальше провязываем 6 столбиков без накида.
Провязываем дальше опять убавку за передние полупетельки. И до конца ряда провязываем 6 столбиков без накида. В 13 ряду у нас должно получиться 14 столбиков. Итак, провязали 14 ряд. В 14 ряду мы будем менять ниточку на темную. Будем делать ряд темной ниточкой. И при этом делать прибавки. Таким образом я выделяю локоток у кошечки. Таким образом. Для этого я снимаю верхнюю петельку. Одеваю темную. И провязываю в первую петлю 1 столбик без накида и ставлю маркер. Дальше провязываю во второй столбик, я провязываю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, ниточка внутри светлая, и 6. Дальше провязываю следующую петлю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. И дальше до конца ряда, давайте вот так вот перекрутим, вот, до конца ряда 5 столбиков без накида провязываем без прибавок и убавок. В конце петлю я не провязываю, оставляю, убираю и провязываю уже светлой оранжевой пряжей. Дальше 15 и 16 ряд провязываем 16 столбиков без накида уже светлой пряжей. Давайте провяжем. Итак, провязала я 16 ряд, я уже набила лапку, значит я набила ее плотно. Вот эту вот часть я набила очень плотно. Вот эту вот часть, где ручка наша будет сама, набиваем средней плотности. Но вот эту ладошку, так как мы будем делать утяжку, набиваем ее очень плотно. Теперь 17 ряд. 17 ряд. Снимаем маркер, вяжем все той же светлой ниточкой. И провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 1, 2, 3. И провязываю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Дальше провязываю еще одну прибавку. И дальше до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. Пятую петелечку до конца не провязываем, оставляем внутри, меняем на темную, темно-рыжий цвет. И 18 ряд мы провязываем без прибавок и убавок, 18 столбиков без накида, а вот один ряд. Итак, смотрите, провязала я ряд темной пряжей, ниточку уже обрезаем, она нам уже не понадобится, и меняем на светлую. Снимаю с петелечки и распускаю последнюю петельку и ввожу уже светлую пряжу. 19 ряд провязываем 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4. Провязываю прибавку. Дальше провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Провязываю еще одну прибавку. И до конца ряда провязываю 4 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 20 столбиков без накида. И дальше провязываем 3 ряда. Провязываем 20, 21, 22, 20 столбиков без накида. Итак, провязали мы ручку. 22 ряд я закончила, обрезала ниточку и просто фиксируем ее и закрепляем. Все, ручка готова. Вот так она выглядит. И давайте сейчас сделаем утяжку на лапках. Я приготовила иголку, плотную ниточку. И буду отступить надо 2 ряда вот от бежевого или персикового цвета. И вот вставляю вот во второй ряд, между вторым и третьим рядом сверху. Вот и провожу, оставляю небольшой хвостик. Вот оставим небольшой хвостик, мы просто будем делать утяжку. Так, делаем утяжечку несколько раз и переходим на вторую лапку. Все. И теперь ввожу и вывожу там, где у нас хвостик. Все, обрезаем ниточку, можно не обрезать, чтобы не будем прятать все равно. Так, просто завязываю на узелочек. И иголочкой прячем в одну сторону один хвостик, обрезаем теперь ниточку. И, обрезав узелочек, прячем во вторую. Вот так вот я сделаю, так как хвостик коротенький. Все, и обрезаем второй хвостик. Все, теперь давайте наполним холофайбером. У меня вот такой вот холофайбер. И наполняем нашу ручку уже до конца. Итак, все. 2 лапки готовы. Здесь просто она не набита, поэтому она такая вот, она будет такая вот, видите, она расходится к основанию. А здесь она еще просто не набита. Все, 2 лапки готовы. Вот такие вот лапки. Вот, и вот. Все, давайте теперь приступим к ножкам. Итак, приступаем к ножке. Ножка вяжется вот так вот в сапожке уже, потому как сапожки высокие и они будут несъемные. Вот, и давайте с вами свяжем вторую такую же ножку. Начинаем с черной пряжи. Я буду говорить, возможно, будет не видно петелек, но я буду говорить, что нужно делать. Как мы вяжем. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка провязываем прибавку. И в первую петлю ставим маркер. Дальше вяжем 2 столбика без накида по цепочке и в конце провязываем 6 столбиков без накида в одну петлю. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше по цепочке, ввязывая хвостик, провязываем 2 столбика без накида.
И в конце провязываем прибавку, одну прибавочку, это 2 столбика без накида в одну петлю. Все, хвостик подтягиваем, и вот такая вот первая деталь получается. В первом ряду у нас получается 14 столбиков без накида. Второй ряд. Снимаем маркер и провязываем. Хвостик уже можем не ввязывать. Одна прибавочка в первую петлю. Ставлю маркер в первый столбик. И во вторую петлю тоже прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида по цепочке. Дальше провязываем 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Дальше по цепочке провязываем 2 столбика без накида. И в конце провязываем 2 прибавки. 2 столбика без накида 1 и 2 столбика без накида в последнюю петлю 2. Так, секундочку. Так, ниточка сыпется. Вот второй ряд мы провязали. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. Третий и четвертый ряд мы провязываем по кругу без прибавок и убавок. 24 столбика без накида. Итак, пятый ряд вяжем так. Первая убавка. Вначале провязываем за передние полупетельки и ставим маркер. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываем 6 убавочек подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в конце убавка. В пятом ряду у нас получается 16 столбиков без накида. И вот такая вот деталь получается. Дальше шестой ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5. Дальше провязываю 3 убавки. 1, 2 и 3. И дальше до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 13 столбиков без накида.
Вот такая деталь получается. И теперь 7, 8, 9, 10 ряд, 4 ряда мы провязываем 13 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, вот такой сапожек получается. Надеюсь, вам видно. Значит, и 11 ряд провязываем так. 2 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер. И вторую столбик без накида. Дальше провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца ряда 4 столбика без накида провязываю каждую петельку. В конце 11 ряда у нас должно получиться 15 столбиков без накида. Дальше 12 ряд. Снимаю маркер и провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Второй столбик и третий. Дальше провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И в конце 4 столбика без накида. В 12 ряду у нас должно получиться 17 столбиков без накида. 13 ряд провязываем без прибавок и убавок 17 столбиков без накида. Итак, я набила уже ножку, стопу, вот до вот этого момента, очень плотненько. И теперь 14 ряд. Провязываем 4 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. Дальше 15, 16 и 17 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 19 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 17 рядов. Теперь мы будем менять ниточку. Черную ниточку мы обрезать не будем, мы ее оставляем снаружи. Берем темную, рыжий цвет, темно-рыжий. Вот. Если нет, то любой цвет, которым вяжется тело кошки. Кота. Вяжется тело кота. И теперь за заднюю стеночку петли вот, за заднюю стеночку петли мы будем провязывать весь 18 ряд. Итак, немножко подтягиваем хвостик, вкладываем вовнутрь. И теперь провязываем еще 5 столбиков. 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 8 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и 2. И дальше до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 21 столбик без накида. И следующий ряд мы провязываем без прибавок и убавок. Вот такая вот деталь получается. И теперь 19 ряд провязываем уже за полную петельку. Вот за полную петельку провязываем 21 столбик без накида. В первую петлю ставлю маркер и провязываю. Второй ряд я провязываю той же самой ниточкой. И 21 столбик без накида. Давайте провяжем. Итак, провязав 2 ряда темно-рыжей пряжи, теперь я обрезала ниточку, мы ее будем теперь менять на светлый ряд, но чтобы нам потом она не мешала, светлая ниточка, мы потом вернемся к ножке, а сейчас мы свяжем с вами вот это вот отворот на сапожке, и затем уже, давайте спрячем вот так ниточку, и затем вернемся к ножке. Для этого вот так вот сгинаем, скажем так, ножку, отворот. Вот этот вот отворот мы будем вязать вверх, точно так же, как и ножка идет. Итак, сгинаю ножку, ввожу крючок в переднюю полупетель, за переднюю полупетельку 18 ряда. И провязываем 18 ряд, вывожу черную ниточку, делаю воздушную петлю. И теперь провязываю вот за передние полупетельки, провязываю 19 столбиков без накида за передние полупетельки. Вот, не пропуская каждую петельку переднюю, мы с вами вяжем столбики без накида. Не спеша, потихонечку, чтобы не пропустить петли. Итак, мы провязали, и теперь дальше за полную петельку мы провязываем 19 и 20 ряд, мы провязываем 19 столбиков без накида, то есть захватывая уже полную петельку, провязываем 2 ряда. Так, давайте провяжем 19 и 20. 21 ряд провязываем так, снимаю маркер. И провязываем 17 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. И давайте провяжем 17 столбиков. Дальше провязываем в следующую петлю 2 столбика без накида. И до конца ряда провязываем 2 столбика без накида. Дальше 22 ряд. Провязываем 18 столбиков без накида. Провязав 18 столбиков, провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, 23 ряд. 23 ряд. Провязываем 19 столбиков
без накида по кругу. Давайте провяжем. Провязав 19 столбиков без накида, в следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше 24 ряд. 24 ряд провязываем 19 столбиков без накида. Давайте провяжем 19 столбиков. Провязав 19 столбиков, провязываем 2 прибавки. 2 столбика без накида в одну петлю 2 раза. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. 2 и 3. Итак, 25 ряд. 25 ряд провязываем так: 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязав 18 столбиков, провязываем так: прибавка в следующую петлю 2 столбика без накида. Дальше провязываем 2 столбика без накида в каждую петлю. В следующую петлю провязываем еще одну прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. И дальше до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. У нас получается 27 столбиков без накида по кругу. 26 ряд провязываем без прибавок и убавок по кругу 27 столбиков без накида. Итак, провязали 26 рядов. Я снимаю маркер и фиксирую ниточку. Ниточку нужно спрятать. Я ее уже обрезала. И давайте спрячем и сделаем вот такой вот разворот. Вот так вот вывернем. И вот такой вот сапог получается. Вот. И теперь давайте спрячем ниточку и встретимся. Итак, спрятала я ниточку. Вот такой вот сапожек получается. Вот. И теперь нам нужно довязать еще один ряд, сменив ниточку. Я распускаю последнюю петельку. Это все черная пряжа, она смоется. И беру светло-оранжевую пряжу и меняю нить. Повторюсь, что если у вас нету, то вы можете просто обычно, не меняя ниточку, продолжать вязать. Так, и провязываем по кругу без прибавок и убавок 23 столбика без накида. Давайте провяжем и встретимся. Итак, сменив нить, провязываем 20 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 9 столбиков без накида. Итак, сменив нить, провязываем 20 ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 9 столбиков без накида по кругу. Давайте провяжем. Итак, провязав 9 столбиков, теперь провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. И дальше до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. Всего в 20 ряду должно получиться 23 столбика без накида. Итак, провязав петельки, вот такие вот две ножки у нас получается в сапогах ковбойских или каких.
со шпагой. Кто это? Рыцари, мушкетеры. Ну, в общем, такие вот сапоги с отворотом. Теперь давайте будем соединять с вами ножки. Значит, мы уже остановились на серединке, то есть мы ничего не будем провязывать. Вот. Итак, начинаем соединять ножки. Значит, я, чтобы довязать до серединки, вот провязываю еще 2 столбика без накида, чтобы соединить ножки. Вот, провязав 2 столбика без накида, довязав до середины ножки, ввязываю вторую ножку и смотрю, чтобы у меня было тоже здесь вот посерединке. Вот так вот провожу пальчиком и приблизительно соединяю одним столбиком без накида. Вот. Вот так вот мы соединили ножки. Теперь у нас по кругу получается 23 столбика без накида по одной ножке и 23 столбика по второй ножке. У нас получается 46 столбиков без накида, то есть 46 столбиков. Мы должны провязать эти 46 столбиков 18 рядов. Но если вы вставляете темно-рыжий цвет, то я его буду чередовать через каждые 4 ряда. И так как у меня будет здесь вставочка желтенькая, то темно-рыжий вот такой вот цвет я буду вставлять именно на спинке. Вы вставляете тоже это, ну, как бы на ваше усмотрение. Чередовать ряды вы тоже можете на раз, ну, как бы на свое усмотрение. То есть через сколько рядов вы будете провязывать, именно вставлять вот эти вот вставочки темно-рыжие. То есть самое главное, чтобы они были равномерны. В принципе, здесь нет каких-то там, ну, тонкостей, каких-то там четких руководств именно в этих вставках. Так как у меня мало этой пряжи, вот, то я ее буду вставлять чисто на спинке и по бокам. А тут, где у меня будет животик, то я его вставлять не буду. То есть буду просто вставлять вот и через каждые 4 ряда. Если вы будете делать точно так же, как и я, то пожалуйста. Если нет, я просто не буду показывать, как я буду вязать тело. Вот я просто буду вот по кругу вязать 46 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Вот. И давайте с вами провяжем и встретимся. Значит, нам нужно провязать 18 рядов и в ряду 46 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 18 рядов туловища. Я делала вставки с серединки, вот, потому как здесь у нас будет животик вязан, вот, то я здесь не вставляла вставочки. Их можно вставлять как бы в шахматном порядке можно, ну, чтобы они были не слишком одинаковые, так как, ну, не бывает таких вот идеальных, да, вот очертаний у кота. Вот, и чтобы как бы естественно это казалось, то я их так вот неравномерно, вот так вот, скажем так, меняла эти цвета. Вот. Меняю я цвета, опять же, я говорю, через каждые 4 ряда. Если у вас нету этой возможности, у вас только один цвет, то вы можете просто дальше вязать как бы все 18 рядов. Если вы делаете вставки точно так же, как и я, то смотрите расстояние между вот этими вот темно-рыжими полосками вы делаете самостоятельно, как хотите. Я это делаю через каждые 4 ряда. Вот такой вот у меня рисунок полосатый получается. Вот, и в 19 ряду мы будем с вами ввязывать ручки. Значит, ручки я уже определила. Значит, мы будем вязать внутренние части ручек. И я определила серединку и выделила 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С одной стороны и с другой стороны. И вот мы будем сейчас ввязывать с вами внутренние вот эти вот части. Ввязывать мы будем с вами, так как мы уже провязали 1, 2, 3, 4 ряда, мы будем ввязывать темно-рыжей пряжей. Так, и так, с ручками определились, ладошками, естественно, у нас будет вовнутрь. Вот так вот они будут у нас. Поэтому я выделила вот себе маркерами, чтобы потом не считать и не ошибиться. Итак, беру я темную пряжу и меняю последнюю петелечку, я снимаю и довязываю
довязываю уже темной пряжей. Здесь я завяжу. А вот рыжую пряжу я оставляю, так как мы будем вязывать всего лишь один ряд, поэтому я ее не отрезаю, эту пряжу. Снимаю маркер и провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, маркер ставлю в первую петлю, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, провязали. Теперь мы будем с вами вставлять ручку. Я беру лапку, вот, и смотрю, где находятся мои маркеры. Я их сейчас застегну. Так, зацепилась у меня холофайбер. Можно ручки так сильно не набивать, чтобы потом было хорошо все видно. Вот. И с внутренней стороны я снимаю маркер и вставляю крючок. Там, где у нас маркер, вот с внутренней стороны. И провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3, 4, 5. Так, я надеюсь, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. И снимаю еще один маркер и провязываю последний. Вот. Вот так вот мы провязали первую ручку. Дальше провязываем по спинке 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. Давайте провяжем 17 столбиков. Итак, провязав 17 столбиков, мы будем вязывать с вами следующую ручку, вторую. Так. Вот так вот хорошо заправляем или не, или убираем, или заправляем, ну, в общем. И вот опять с внутренней стороны ладошкой вовнутрь мы с вами провязываем в следующую ручку. Внимательно следим. Вот. И теперь провязываем опять же. Вот провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. И снимаем маркер. И 6. И теперь до конца ряда мы довязываем 10 столбиков без накида. И последний 10 столбик. Все. Значит, смотрите, последнюю, кстати, петельку мы не довязываем. Опять же меняем ниточку. Эту обрезаем. Здесь мы завязываем внутри.
прячем, а довязываем уже светло-рыжей пряжей. Все. Следующий ряд. Вот такая вот у нас получается. Вот у нас получается такие ручки. Вот. И теперь мы с вами будем вязать вот со всеми ручками. Итак, ну что ж, поменяли мы ниточку. И теперь вот так вот выглядит деталь. Теперь мы с вами будем делать с 20 ряда, уже будем начинать вязать убавки. Значит, снимаю маркер и провязываем так. 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2 и 3. Дальше вяжем по схеме. В каждом ряду мы будем делать 8 убавок. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот делаем тугую. 5. И уже будем вязать вот по ручке вот этой вот. Провязав 5 столбиков, я делаю вот убавочку. Значит, смотрите, сейчас, прежде чем мы начнем, сейчас я вам хочу рассказать. Значит, теперь мы будем вязать с вами вот так вот по телу, затем переходим на ручку, затем опять по спинке, и вот это будем вязать ручку. Вот этих вот петелек на животике, на спинке у нас по 17 петелечек. На ручке осталось по 14. Всего у нас получается 62 столбика. Теперь мы будем делать убавки и вязать вот по ручке. 5 столбиков без накида провязали, теперь вяжем убавку. Раз. Теперь опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И убавка. Да что ж такое? Неудобно мне на камеру, конечно. Дальше. Теперь опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И вот уже на тело пошли 5. Между телом и ручкой делаем туго, чтобы не было дырочек. И делаем убавку. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и убавку. Вот. И так нужно провязать до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. В конце 20 ряда у нас должно получиться 54 столбика. Теперь переходим на ручку. 1, 2,
3, 4, 5 и убавка. Дальше опять. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. Вот так вот. Теперь смотрите, в начале и в конце ряда, вот в начале и в конце ряда у нас будет 3 столбика без накида. Вот такая вот деталь получается. То есть мы уже вяжем вот по вот этой вот части. То есть внутреннюю часть мы уже не трогаем. Вот, вяжем только по наружной части. Вот по наружной части у нас в 20 ряду получилось 54 столбика. Теперь я не буду показывать все прибавки, все убавки, потому как у нас теперь каждый ряд будет, мы будем делать убавочки с вами. Для этого, смотрите, значит, 21 ряд мы провязываем 3 столбика без накида, затем вяжем по схеме 4 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 8 раз, и в конце тоже провязываем 3 столбика без накида. В 21 ряду у нас получается 46 столбиков без накида. 22 ряд. Опять в начале 3 столбика без накида, затем вяжем по схеме 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 8 раз, и в конце довязываем опять 3 столбика без накида. В 22 ряду должно получиться 38 столбиков. 24 ряд, 3 столбика в начале, затем вяжем по схеме 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 8 раз, и в конце провязываем 3 столбика без накида. В 24 ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Значит, 24 ряда. Теперь мы опять меняем ниточку через каждые 4 ряда. И я хотела просто вам показать, что я как вяжу 25 ряд. 1 столбик без накида, затем убавка. Что ж такое? Затем опять 1 столбик без накида и убавка. Опять 1 столбик без накида и убавка. Да, немного неудобно, потому как игрушечка большая, нужно поменять, может быть, ракурс. Так, и 1 столбик без накида, это будет и еще 1 раз столбик без накида и убавка. Дальше по спинке провязываем. По спинке провязываем 6 столбиков без накида, и в конце опять провязываем 1 столбик без накида, убавка, и так повторяем 4 раза. В конце 25 ряда у нас получается 22 ряда, 22 петелечки. 26 ряд провязываем точно так же. 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 2 раза. Затем на спинке 2 столбика без накида. И в конце опять 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 2 раза. В конце 26 ряда у нас получается 18 столбиков без накида. И дальше 27, 28, 29 ряд мы провязываем 18 столбиков без накида. При этом не забывайте менять каждые 4 ряда ниточку. Итак, смотрите, провязала я шейку. Вот шейка. Набила уже туловище. И так как ручки у нас были растопыренные, вот, я их связала вот так вот просто ниткой обычной швейной, чтобы они мне не мешали вязать голову. Ручки их можно немножко потом
пришить к туловищу, чтобы они не были такими слишком растопыренными. Вот. А возможно, они уляжутся еще, пока мы будем вязать, наши ручки будут связаны вот таким вот образом, чтобы они нам не мешали. Вот. И теперь мы будем с вами вязать голову с этого момента. Значит, так как у меня здесь уже, так, 1, 2, 3, да, 4 ряда, по-моему, да. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ну, 4 ряда шейки. А вот начинать будем голову с темного плюша, с темной оранжевой. Итак, значит, 20 ряд мы будем вязать с темного плюша. Но прежде чем мы будем его вязать, мы должны связать с вами, провязать петли смещения. Так как голову мы будем начинать, и чтобы переходы были сзади, а не спереди, вот, потому что на мордочке будет не очень красиво это смотреться. Вот, значит, мы должны сделать петли смещения и должны провязать, чтобы наш маркер и начало ряда было сзади. И давайте это сделаем. Нужно провязать 11 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, и это будет наше начало ряда. Вот. Теперь мы сделали с вами петли смещения. Начало ряда у нас будет на спинке. Все, и теперь начинаем с вами вязать голову. Итак, начинаем вязать. Значит, смотрите, снимаю маркер. И это уж 11 петелечка, это будет наша первая петелечка следующего ряда, поэтому я снимаю, распускаю и довязывать уже буду новой ниточкой. Вот. И вот первая петелечка, это и будет начало нашего ряда. Вот. Значит, завязываю я кончики. И дальше провязываем так. Значит, прячу. И 30 ряд вяжем так. Так как у нас 18 по кругу, 18 петелек, в каждую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Вот в каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться 36 столбиков без накида. В каждую петелечку 2 столбика без накида, прибавочку. Давайте так провяжем до конца ряда. Мне неудобно просто показывать, но я надеюсь, вам все понятно. Давайте провяжем все прибавки. Итак, провязала я все прибавки, обрезала уже ниточку. Не заканчиваю последний столбик, а провязываю уже светлой пряжей. Вот. И теперь 31 ряд провязываем так. 2 столбика без накида плюс прибавка. Раз. 2. В первую петлю ставлю маркер. И прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Так нужно провязать до конца ряда. И в 31 ряду у нас получается 48 столбиков. Давайте провяжем. Итак, провязали мы все прибавочки. Теперь 32 ряд.
32 ряд вяжем так. 7 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Очень внимательно, не потеряйте петельки, потому что они сейчас такие, их так много. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем по схеме. 1 столбик плюс прибавка. Так, повторяем 5 раз. 1 столбик, прибавка. Это раз. 1 столбик, прибавка. Это 2. 1 столбик, прибавка. Это 3. 1 столбик, прибавка. Это 4. 1 столбик и прибавка 5. Теперь дальше вяжем по передней части, вяжем 14 столбиков без накида с переходом на боковушку опять. Без прибавок и убавок. 14 столбиков без накида. Итак, провязав 14 столбиков без накида, провязываем опять по схеме. 1 столбик без накида и прибавка. Это раз. 1 столбик без накида и прибавка. 2. 1 столбик и прибавка. Это будет 3. Столбик и прибавка. Это будет 4. Столбик и прибавка. Это будет 5. И дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида, без прибавок и убавок. В конце 32 ряда у нас получается 58 столбиков без накида. И дальше 2 ряда я провязываю 33 и 34 ряд, провязываю светлой, светло-оранжевой пряжей. Затем 35 ряд я перехожу уже без прибавок и убавок, провязываю с темно-оранжевой пряжей, а 36, 37 и 38 ряд я провязываю 58 столбиков без накида уже светлой пряжей. Давайте провяжем эти ряды. Итак, провязала я 38 ряд, 58 столбиков без накида, 39 ряд. Вяжем все той же светлой пряжей, это 4 ряд последний, который мы вяжем светлой пряжей. Будем мы его вязать таким образом, 39 ряд. Снимаю маркер и провязываю 7 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Один, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше вяжем по схеме. 1 столбик без накида и убавка. Так нужно провязать 5 раз. 1 столбик без накида, убавка. Это 2. 1 столбик без накида и убавка. Это 3. 1 столбик без накида. Убавка, это будет 4. 1 столбик без накида и убавка, это 5. И с этой стороны убавки мы закончили. Дальше провязываем 14 столбиков без накида на другую сторону. Давайте провяжем. Провязав 14 столбиков, на следующей стороне провязываем опять по схеме. 1 столбик без накида и убавка. Это раз. 1 столбик без накида, убавка 2.
1 столбик без накида, убавка, это будет 3. 1 столбик без накида, убавка, это будет 4. И 1 столбик без накида и убавка, это 5. Дальше провязываем до конца ряда. У нас 7 столбиков без накида, провязываем до конца ряда. И в конце ряда у нас получается 48 столбиков без накида. Дальше я менять буду ниточку и провязывать 40-й ряд. Я буду провязывать уже, вот не довязываю, буду вставлять темную ниточку, темно-рыжую. И буду вязать один ряд 48 столбиков без накида. Затем я меняю ниточку на светлую и провязываю еще 4 ряда 48 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 44 ряда. Уже вставила глазки. Глазки 16 миллиметров я вставила между 40-м и 41-м рядами. И между глазками 8 столбиков. Вот так вот я вставила глазки. Теперь мы будем с вами делать резкие убавки, поэтому нужно набивать полностью хорошо шейку, голову. Постепенно не буду показывать уже вам эти убавки. Убавки, в принципе, они идентичны. Я вам сейчас просто продиктую схему, какие убавки. И мы с вами самостоятельно свяжем, закроем голову. Единственное, что нам нужно набивать голову постепенно, плотненько. Вот, и... Ну и все, и делаем убавки. 45 ряд провязываем так: 6 столбиков без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 42 столбика без накида. 46 ряд 5 столбиков без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 36 столбиков без накида. 47 ряд 4 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 30 столбиков без накида. 48 ряд 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика без накида. 49 ряд 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. И 50 ряд это 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 12 столбиков без накида. 51 ряд это 6 убавочек. Все, давайте провяжем эти убавки, постепенно набивая голову, и встретимся с вами. Итак, смотрите, я связала голову, связала все убавочки. Вот, и теперь нам нужно стянуть колечко, то есть я уже зафиксировала ниточку, одела иголку и просто за полупетельки вот так вот будем стягивать колечко. Игрушечка большая, мне неудобно, но я думаю, тут и так все понятно. Вот, теперь фиксируем на узелочек несколько раз. Вот. И вот так вот в серединку, чтобы вот этого выпуклости не было, я в серединку так вставляю иголочку. Вот. И вывожу в любое место. И затягиваю. Вот так. Затягиваю вот это вот отверстие. Все, теперь оно вот так вот не торчит, путаю ниточки. И обрезаю хвостик. Все, вот такая вот игрушечка у нас получается.